Все мои ровесники, выросшие в городе Ленинграде, наверняка помнят, что нас, школьников, обязательно водили на экскурсию в дом-музей Александра Сергеевича Пушкина на Мойке, 12. И показывали кабинет, в котором прошли последние часы жизни поэта. А в кабинете обязательно рассказывали про его последние слова, о том, что Пушкин, приподнявшись на локте, посмотрел на свою библиотеку, обвел глазами книги и сказал: «Прощайте, друзья». И вот это «прощайте, друзья», обращенное к книгам, мне кажется совершенно удивительно точным определением роли библиотеки в жизни интеллектуала. Как выглядела средневековая еврейская библиотека? Самая старая еврейская библиотека, которая сохранилась до сегодняшнего дня, это библиотека Эйц Хаим в Амстердаме, была открыта в 1616 году. Как выглядела библиотека до 17 века, мы не знаем. Но у нас есть документ «Этическое завещание Иуды ибн Тибона». Это выдающийся переводчик XII века. Так вот, в этическом завещании он, в частности, рассказывает своему сыну о том, как надо ухаживать за библиотекой, которую он ему оставляет. Нет отдельного текста, но в разных местах этого завещания раскиданы замечательные советы. Как ухаживать за книгами, как смотреть за тем, чтобы крысы или мыши, уж не знаю, кто там у них был, эти книги не испортили. Как часто надо проверять наличие книг. Переплетенных одно количество времени, не переплетенных чаще. Кому можно доверять книги и отдавать их на дом, кому нельзя. Все это очень интересно. Но, к сожалению великому, о количестве книг в своей библиотеке и о том, какие это были книги, он ничего не пишет. Но вот из общего контекста этого письма все-таки можно сделать вывод, что речь идет о большой библиотеке в 100, 2, а может быть и в 3 сотни томов. «Сын мой, я оказал тебе уважение, умножив книги, чтобы не вынуждать тебя просить книгу у другого. Как видишь, большинство учащихся странствуют в поисках книги и не находят их. А ты, слава Богу, одалживаешь другим, а не просишь. И большинство книг имеются у тебя в 2 или 3 экземплярах». На самом деле мы очень мало знаем про средневековую еврейскую библиотеку. Вот даже такой, казалось бы, простой вопрос. А как хранили книги? Стоя или лежа? То есть горизонтально или вертикально? Вот, например, я был в библиотеке Ватикана, и там есть знаменитая резьба по дереву, которая показывает открытые шкафы Ватиканской библиотеки. Это резьба 15 века. И вот на этой картине как раз книги лежат. Мы можем сказать, то есть, по крайней мере, в библиотеке Ватикана еще в 15 веке книги хранили лежа. Но, конечно, самый интересный вопрос для нас – это все-таки какие книги находились в домашних библиотеках у евреев в средние века. И вот ответ на этот вопрос мы можем найти в документах, которые называются «книжные списки». Вот это уже знакомый молитвенник 1391 года, в котором есть книжный список. Этот книжный список был составлен во время покупки книг. Но вообще книжные списки могли составляться совершенно в разных ситуациях. Это могла быть часть описи имущества синагоги, просто имущество человека, наследство. Это могла быть часть вообще-то и брачного договора, когда жених приходил вместе со своей библиотекой или когда ему предлагали, как часть приданого, семейную библиотеку.
У нас с вами есть еще один книжный список в рукописи 1386 года. И смотрите, что получается. Абсолютно уникальная ситуация. У нас есть два книжных списка в рукописях итальянских одного и того же периода и одной и той же геокультурной зоны. Списки эти не датированные, но тем не менее по косвенным признакам мы можем попытаться понять, когда все-таки списки были написаны. Вот, например, наш с вами первый список. В нем упоминается 7 печатных изданий. Мидфус или бидфус. Это имело смысл делать только в самом начале развития книгопечатания, то есть отмечать и отделять отдельно книги печатные от книг рукописных. Еврейское книгопечатание началось в Италии примерно в 1468-70 годах. Но мы с вами можем еще уточнить вот эту нижнюю границу нашего списка, потому что в нем упоминается трактат Гитин, разводные письма, с комментарием и дополнениями. Этот трактат Гитин был напечатан в Италии в 1488 году. И здесь есть колофон, в котором отмечен этот год. А верхней границей написания этого списка, наверное, можно считать 1503 год, потому что именно этим годом помечена первая семейная запись о рождении ребенка у владельца этой рукописи в 1503 году. Запись эта сделана другим почерком, и логично предположить, что к этому моменту рукопись уже поменяла своего владельца. Второй список мы косвенно датируем вот каким образом. В нем есть упоминание о том, когда была куплена большая медицинская энциклопедия Ибн Сины. Я его приобрел у такого-то человека и указан 1422 год. То есть между нашими списками примерно 80 лет разницы. Нам очень интересно понять, по каким критериям описывали книги в средние века. Прежде всего отмечался материал – пергамен или бумага. Биклав – ор из пергамена, из кожи. Вот здесь тоже биклав. Переплетена рукопись или не переплетена. Иногда отмечалось с застежками или нет. Вот, например, здесь им тавлаот с переплетом. Мехусе адом. Это очень интересно. Именно и только в Италии отмечали еще и цвет переплета, что этот переплет красного цвета. Это могло обозначаться аббревиатурой. Вот, например, здесь написано «Би-клав им тавлаот». Также отмечали почерк, которым писалась рукопись. Квадратный, курсивный, полукурсивный. Даже если они иначе называли эти почерка, тем не менее, часто их отмечали. Ктива Агула, Ктива Провансалет, это совсем курсивное письмо. Опять Ктива Провансалет, это еще и сефардский курсив. Ох, как это все интересно-то, а? Ну и, конечно, самый интересный вопрос для нас все-таки, что же они читали. Безусловно, каждая библиотека отражает вкус своего владельца. Но, тем не менее, какие-то общие вещи мы можем увидеть. Ну, во-первых, конечно, книги Библии. Вот, например, в первом нашем списке, под номером 1, идет полная еврейская Библия. Написано «Эсрим ве арбаа». Именно так обозначали Библию в средневековых текстах, по традиционному счету количества книг, которые она включает. Второй строчкой уже отмечено
Хумаш Митора, то есть то же самое, пятикнижие. Дальше, конечно, библейские комментарии. Перуш Хумаш Ме Ибн Эзра. Да? И вот здесь, кстати, интересная пометка Яшан, то есть старая рукопись, древняя. У нас, конечно, обширная талмудическая литература. Вот Гемара Сангедрин, например, трактаты, да? Гемара всех трех трактатов Бава Меция, Бава Батра и Бава Камма. Литература нравственная или дидактическая, как ее называли. Например, вот книга Ховот Халевавот Бахи ибн Пакуды, вот она, Сефер Ховот Халевавот, биклав на на красивом пергамене, то есть, видимо, тонко выделенном пергамене. Безусловно, галахические трактаты. Самый распространенный в средние века трактат Арбаатурим Якова бен Ашера. Он упоминается как в одном списке, так и в другом. И в одном, и в другом списке есть филологические сочинения. Это самый распространенный в средние века словарь библейского иврита, словарь Давида Кимхи, который называется Шорашим. Причем в одном списке он упоминается под названием Михлоль, то есть он включает и грамматику древнееврейского языка, и словарь. В другом списке есть только словарь. Вот, например, Михлоль, посмотрите. Михлоль бе-неяр, то есть вот эта большая довольно книга на бумаге. А если говорить об основных различиях между этими списками, в более раннем списке Якова бен Биньямина из Болонии есть больше нееврейской литературы. Я уже упоминал канон Ибн Сины, но также переводы Аристотеля. Пожалуйста, даже 3 сочинения Аристотеля у него здесь упоминаются. И очень интересно для меня, что, собственно говоря, у него упоминается и художественная литература. Это очень знаменитое произведение «Бен Хамелех веханазир» «Принц и дервиш». Это переложение жизнеописания Будды. Его сделал Авраам ибн Хаздай в XIII веке, учитывая арабскую версию этого памятника. Мы не всегда вообще можем понять, какие книги имелись в виду. Как правило, мы знаем все эти сочинения, но бывают и загадки. Вот, например, в первом нашем списке упоминается книга Содот, книга тайн. Какая книга Содот, честно говоря, мы не знаем. Вот она здесь. Сефер Хасодот. К сожалению, мы не найдем информации о том, кто переписал или кто напечатал эти книги, когда это было сделано и где это было сделано. Главные герои нашей с вами саги «Переписчики» не упоминаются ни в одном из этих книжных списков. Вопрос еще очень интересный. Все-таки какое среднее количество книг могло быть в такой библиотеке? Нету ответа, но мы можем сказать, что в первом нашем списке учтено 49 книг, во втором – 34. А самый большой по количеству список, который мы знаем на сегодняшний день, он содержит 170 книг, и этот список был обнаружен в Каирской Генизе. А вот что такое Гениза вообще, и какую Генизу мы называем Каирской Генизой, я вам расскажу в следующей серии.